Французская колониальная империя. Звучит как что-то из книжек по истории. Но на самом деле мало кто знает, насколько обширной сетью колоний Франция располагает сегодня. Всем привет, это Алексей Наумов, шоу «Разбор». Сегодня мы решили разобраться в том, как же Франция продолжает свои колониальные практики и что позволяет ей сохранять эту свою колониальную гегемонию. Сразу скажу, что тема довольно обширная и серьезная, поэтому она у нас с вами займет 2 выпуска. Сегодня мы поговорим о колониальной политике Франции в Африке. Франция действительно не только при господине Макроне довольно беспардонно вмешивается в дела африканских государств. Один из основных инструментов контроля этих самых государств, бывших французских колоний, это так называемый франк КФА, то есть такой вот африканский франк для отсталых с французской точки зрения африканских держав. Дело в том, что этот франк привязан к евро, что ограничивает всякую экономическую автономию этих государств и ставит их в зависимость от той валюты, которая принята во Франции. Формально этих франков 2. Центральноафриканский и западноафриканский. Они оба гарантированы французским казначейством, суммарно ходят в 14 странах и зависят, опять же, от, так сказать, благоволия французских колонизаторов. И, например, в 1994 году франк был сразу девальвирован на 50%, буквально в половину, что привело к значительным экономическим трудностям в этих африканских странах. Но французским колонизаторам все нипочем. Второе щупальце французского неоколониализма – это французские транснациональные корпорации. Например, всем известная компания Total Energies ведет свою работу в Анголе, Нигерии и Габоне. Она добывает местные ресурсы, а прибыль прекрасным образом репатриирует во Францию. Также, например, французская компания Bolloré управляет значительной степенью логистических и транспортных портов в Центральной и Западной Африке и не дает, в общем-то, местной экспертизе, местным знаниям сформироваться. То есть вот обложили буквально Африку французскими корпорациями, прибыль выводится, специалисты присылаются из Франции, местных не выращивается. То есть такое типичное колониальное управление, типичная колониальная практика. Однако французское влияние не исчерпывается только экономикой. Там есть значительный, огромный политический аспект. Во французском языке даже есть термин «францафрик», то есть такая франко-Африка, Африка, находящаяся под влиянием или даже контролем французских элит. В чем история? В том, что Франция поддерживает местных послушных африканских царьков, как правило, несменяемых, недемократических лидеров, если они, что называется, отвечают французским интересам, целуют французский перстень и никак не мешают политическим стремлениям Франции. Вот яркий пример. В Габоне семья Бонго находилась у власти с 1967 года. Французов, любителей свободы, равенства, братства, все это устраивало, пока в итоге вот последнего Бонго не свергли военные власти и назначили выборы там аж на 2025 год. Посмотрим, что будет, но как-то совершенно Францию не волновало, что в подведомственной ей стране вот такая, ну, что называется, не до конца демократическая практика осуществлялась с 1967 года. Еще один пример. В 2010-2011 годах Франция вмешалась в ситуацию в стране берег Слоновой Кости или Кот-д'Ивуар и буквально поддержала смещение президента, поставив лояльного себе господина Уаттара. То есть, в общем-то, Франция не останавливается ни перед чем, когда ее интересы подвергаются угрозе в тех странах, которые она по старой колониальной традиции до сих пор считает своими. Как обычно, у экономического и военного сектора есть своя такая мощная военная дубина, да? Это военные операции и военные базы Франции, которые также щедро рассыпаны по Африке. Долгие годы они были в Джибути, Габоне, Сенегале, береге Слоновой Кости, и также все это французов устраивало. Мы помним, как они провели военную операцию в Мали по борьбе с исламистами. Не особо кого побороли, лучше не стало, но, что называется, оружием потрясли и лишний раз показали этим африканцам, кто там у них в доме хозяин. В Мали была операция «Сервал», потом была операция «Бархан» по борьбе с исламистским подпольем в Сахеле, но тоже ничего хорошего из этого не вышло. И, в общем-то, ни исламистов не победили, как я уже сказал, но
Да и, в общем-то, могущество свое не сильно продемонстрировали. Нельзя сказать, что эти военные операции привели к росту популярности Франции. Мы видим, как их такая колониальная африканская держава, в общем-то, трещит по швам, да, в условиях буквально нового освобождения народов Африки. Как и всякой порядочной гегемонии, помимо военного, политического и экономического аспектов, есть аспект культурный и языковой. Франция поощряет изучение французского языка во всех странах Африки, формирование именно франкофонной культуры и часто выстраивает политические системы таким образом, что люди, именно обладающие франкофонным мышлением, французским буквально взглядом на мир и прекрасно говорящие на французском языке, приходят в местную политическую элиту. А местные африканские языки, местная элита, местная самость и самостоятельность при этом, конечно же, страдают. Ну и, наконец, французские СМИ. Есть радио France International и ТВ5 Monde. Очень часто для многих африканцев это единственный источник информации, который на французском языке, им понятном, доносят буквально про французскую точку зрения. То есть Франция формирует у огромного числа местного населения свою безупречную, чудесную репутацию, поддерживая свое беспардонное политическое, экономическое и военное доминирование в регионе. Ничего хорошего, конечно, в этом колониализме нету. Например, такие богатые ресурсами страны, как Чад и Нигер, российские африканисты говорят, что говорить нужно именно Нигер, так правильнее. Это страны богатые ресурсами, но они одни из самых бедных, потому что те соглашения, которые французские транснациональные корпорации заключили с местными властями, приводят к тому, что все деньги выводятся, все таланты вывозятся, а вот местные африканцы остаются буквально ни с чем, только, значит, целуя французский сапог. Поддержка всякого рода диктаторов и царьков приводит к тому, что никаким нормальным политическим процессом в африканских странах и не пахнет. Там постоянно какие-то военные перевороты, какие-то кровавые диктаторы, и черт пойми что вообще происходит. И французов это устраивает, потому что страна, которая сама собой не управляет, гораздо лучше и легче управляется из Парижа. Все это сопровождается еще искоренением местного языка, местной культуры, и мы видим, как буквально старыми добрыми колониальными практиками, вернее, конечно, старыми и недобрыми, да, колониальными практиками, целый континент подчиняется жесткой воле парижских руководителей. Мы видим, как постепенно в Африке растет недовольство таким беспардонным французским неоколониальным владычеством. Как пытаются формироваться местные блоки, как африканские страны обращаются к новым международным партнерам, к России, к Китаю, и достигают каких-то значительных успехов на пути вот этого освобождения от колониального владычества. Это процесс, конечно, пока еще только в самом начале, и мы понимаем, что формально Франция, которая отказалась от своих колониальных владений, никуда не ушла и продолжает буквально все те же самые практики. Спасибо, что руки не рубят и головы не отрезают. Но если они не делают это с конкретными людьми, то часто делают буквально с целыми нациями. Когда голову отрезают, да, и самое хорошее из этой головы вывозят в Париж, отрубают руки, забирая буквально все, что выращено и все, что добыто из недр африканских стран, и считают, что это нормально. В любом случае мы видим, как нынешняя политическая система в рамках многополярности как-то пытается потихонечку расшатывать и разрушать этот, очевидно, несправедливый порядок. И если вы думаете, что на этом французская колониальная политика исчерпывается, то совсем не так. Еще есть замечательная история, связанная с французскими так называемыми заморскими владениями. Вот этот сказочный термин должен, видимо, как-то промаскировать совершенно беспардонную также колониальную практику. Об этом мы поговорим в следующем выпуске. С вами был, напомню, Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и скажите, в чем бы вы хотели вместе еще разобраться. До встречи через неделю.